Без чего не может обойтись на Земле человек? Все правильно. Без еды, без воды, без воздуха. Это главные и необходимые вещи в нашей жизни. Но мы настолько ко всему этому привыкли, что просто не представляем, как жить по-другому. А по-другому, наверное, и не получится. Хочешь знать больше о доисторической эпохе нашей Земли? Подписывайся на наш канал, смотри видео, ставь лайк или дизлайк, комментируй выпуски, оставляй свое мнение. Не забудь нажать на эту штучку, которая называется колокольчиком, чтобы не пропустить новые и интересные выпуски от нашего канала. Ну и, конечно, подписывайся на наши соцсети. Вот они все. Выбирай любую или все сразу. Поддержи канал в развитии монетой, и наши видео станут еще интереснее. Реквизиты в описании к видео. Всех, кто отправит донат, мы укажем в следующем выпуске. Вода. Это неорганическое соединение. Нет, мы не будем сейчас углубляться в химические формулы состава воды. Нам важно понять другое. Откуда вообще взялась вода на Земле? Она была всегда? Вот об этом и поговорим в сегодняшнем выпуске. Когда еще не было Земли, вода уже существовала. Да, в космосе. Но не в том жидком состоянии, в котором мы привыкли ее видеть, а в твердом состоянии, в состоянии льда и в состоянии пара. И где там эта вода лежит, стоит, висит, спросите вы? А в нашей Солнечной системе, причем на многих нам знакомых планетах и их спутниках, а точнее в их атмосферах и поверхностях. Ну и в кометах, в астероидах и метеоритах. Дело в том, что некоторые кометы более чем на 50% состоят из водяного льда. Не стоит, впрочем, забывать, что не любая водная среда пригодна для жизни. Было еще одно простое доказательство о наличии воды в космосе. Не так давно был запущен спутник в сторону Луны. И когда этот спутник после выполнения своих задач был проверен на предмет неисправности, то обнаружилась одна интересная вещь. Корпус спутника был покрыт ледяным слоем, а лед – это замерзшая вода. Конечно, совсем другое дело, пригодная ли эта вода для жизни. Оказывается, все дело в земных химических реакциях. Но давайте заглянем в очень далекое прошлое. Задолго до появления Земли во Вселенной произошел большой взрыв. А спустя миллиард лет Земля еще так и не появилась. Зато начал образовываться кислород внутри существующих на тот момент звезд. А затем при взрывах сверхновых кислород был выброшен в межзвездное пространство, где в газовых облаках сформировались молекулы воды. А такие газовые облака являются родителями комет. В них кометы зарождаются и начинают свой путь по бесконечной Вселенной. И миллиарды лет назад эти кометы и астероиды попадали на только что зародившуюся Землю, принося с собой воду, которая стала источником жизни нашей с вами планеты. Но мы уже говорили, что не вся вода из космоса была пригодной для развивающихся организмов. К примеру, ученые провели анализы и отметили, что вода из комет пояса Койпера, согласно последним данным, была идентична земным водам. А вот еще один сценарий появления воды на Земле. Никакие кометы с водой не попадали на Землю. Канадские и китайские геофизики выяснили, что вода на Земле возникла в результате химических реакций в ее недрах. Была даже смоделирована ситуация, как все это происходило. Ученые создали высокую температуру, создали давление в 20 тысяч раз больше, чем на поверхности Земли, и показали, что в результате таких опытов начала образовываться вода. Вот так все просто. Но на самом деле, конечно, не просто. Это был очень сложный эксперимент. Существует еще одна теория возникновения воды на Земле. Она тоже очень проста. Когда формировалось земное ядро, температура на нашей будущей планете была такая же, как и на Солнце. Шли многочисленные химические реакции, и среди них случайно произошло соединение водорода с кислородом, или, проще говоря, появилась вода. Как говорится, проще некуда, и не надо ничего усложнять. Но существует еще одна теория – это протопланетные облака. В XVIII веке
Такие известные ученые, как Лаплас и Кант, пришли к заключению, что в древности вместо планет вокруг Солнца производили вращение туманности из пыли и газа, которые потом назвали протопланетными облаками. Протопланетное облако обладало одной плоскостью, поэтому в научных кругах его еще называют диском. И эти облака спокойно плавали вокруг Солнца. Но чем дальше находилась эта туманность от Солнца, тем ниже становилась ее температура. Посмотрите на эти планеты и небесные тела. Уран, Нептун и Плутон. На них есть вода. Там, где проходят орбиты этих планет, температура не превышает 350 градусов. И этим самым создает все условия для появления конденсации водяных паров. Все теории очень правдоподобны, и нам еще предстоит выяснить, какие гипотезы из них были более верны. Есть еще одно предположение. Дело в том, что на Землю из глубин космоса постоянно проходит ливень электрических заряженных частиц, состоящих из протонов. А как известно, протон – это ядро атомов водорода. Пролетая через верхние слои атмосферы, протоны захватывают электроны и превращаются в атомы водорода, которые тут же вступают в реакцию соединения с кислородом атмосферы. И тогда уже образуются молекулы воды. Но, судя по расчетам, такой космический источник может произвести всего 1,5 тонны воды в год. И эта вода в виде дождей достигает земной поверхности. Всего 1,5 тонны. Это очень мало. Но дело в том, что такая физическая реакция начала образовываться вместе с образованием нашей Земли 4 миллиарда лет назад и могла стать основой для зарождения водной среды планеты. Ну и последняя теория о том, как появилась вода на нашей Земле. Дело в том, что наша Земля постоянно расширяется. Да, становится больше. От 1 до нескольких сантиметров в год. Когда-то современные континенты образовывали один огромный материк. Но потом, постепенно, на протяжении многих миллионов лет, континент начал распадаться, а место распада, естественно, начала заполнять вода. Но самое главное в другом. Наш космос состоит из 98% водорода, и на столько же процентов водорода состоит Земля. И когда водород попадает в образовавшуюся трещину Земли, то происходит химическая реакция. Металл, находящийся там, начинает уменьшаться в объеме и увеличивается давление коры Земли. А если происходит высокое давление, то и температура начинает повышаться. И вот на какой-то стадии разогрева, когда температура в ядре Земли достигла определенного критического значения, начался обратный процесс – выделение водорода из металлов. И водород, стремительно проходя через трещины по всей планете, захватывал по пути атомы кислорода, и на поверхность ее вырывались уже пары воды. Конденсируясь, вода заполняла разломы в коре. И потом постепенно стали образовываться океаны. Что же получается в итоге? А то, что вода, которую мы используем для нашей жизни, вещество в любом случае космического происхождения. Ведь наша Земля была создана в космосе. Все вещества, которые есть на нашей планете, тоже можно назвать космическими. А мы, люди, животные и другие организмы, населяющие Землю, на 80% состоим из воды. Нас создала Земля. Нас создал космос. Нас создала Вселенная. Спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Скоро будут новые. Подписывайся, ставь лайк и оставляй комментарий. А также не забывай нажать на колокольчик, чтобы первыми увидеть новые и интересные выпуски от канала «Реальное нереальное».